Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусные, а главное полезные конфеты. Готовятся они очень просто, быстро из доступных ингредиентов. Нам потребуются финики, я их уже очистила от косточки, курага. Если вы не любите курагу, можете ее не использовать. Немного орехов и теплая вода. Выкладываем в чашу блендера финики, курагу, вливаем теплую воду и все тщательно измельчаем до пастообразного состояния. Также вы можете добавить сухофрукты, которые вы любите, например, клюква, вишня. Если вы хотите получить шоколадные конфеты, то на данном этапе добавьте 1 столовую ложку какао, и у вас получится шоколадная масса. Далее будем формировать конфеты. Я буду работать в перчатках, так удобнее. Я смазала их немного растительным маслом. Берем небольшую порцию массы. В серединку выкладываем орешек и формируем небольшой шарик, примерно как грецкий орех. Масса будет немного липнуть, но это абсолютно нормально. Выкладывать я их буду на разделочную доску. Таким образом формируем все конфетки. Часто в такие конфеты добавляют растопленное сливочное масло, либо кокосовое масло. Я не делаю этого, поскольку сливочное масло это сразу у вас будет короткий срок годности, а кокосовое масло все-таки придает некий кокосовый вкус. Отправляем конфетки в морозильную камеру на 10 минут. Приготовим шоколадную глазурь для покрытия. Я буду использовать шоколад, у меня смесь молочного и черного. Растительное масло нам потребуется и немного измельченных орехов. Я использую фундук. Шоколад необходимо растопить. Растопить можно на паровой бане, либо импульсами в микроволновой печи. Иногда пишут, что такое растопить импульсами. Это значит, что вы ставите емкость с шоколадом в микроволновую печь на 5 либо 10 секунд. Затем достаете и перемешиваете шоколад. Снова ставите в микроволновую печь на 5-10 секунд. Этот этап вы проделываете до тех пор, пока шоколад полностью не растопится. Вот до такого состояния. Затем я вливаю растительное масло без запаха и перемешиваю. Масло мы добавляем для того, чтобы повысить текучесть. То есть, чтобы наш шоколад хорошо ложился на наше кондитерское изделие. Добавляем измельченные орехи и снова перемешиваем. Вот такая шоколадно-ореховая глазурь у нас получилась. Достаем наши конфетки, они немного подмерзли. И сейчас я с помощью 2 вилок буду покрывать эти конфетки глазурью. Все делается очень просто. Берем конфетку и прям вот так окунаем в нашу глазурь. Затем выкладываю обратно на разделочную доску, которую я обернула в пищевую пленку. Таким образом покрываем глазурью все наши конфетки. После того, как вы покроете все конфетки глазурью, отправляем их в холодильник буквально на 10-15 минут для того, чтобы наша глазурь хорошо схватилась. Она, в принципе, и уже начинает схватываться на некоторых конфетках, но нам нужно, чтобы она прям хорошо схватилась и была плотной. Вот так выглядят конфетки, когда я их достала. Нежные, вкусные, а главное полезные, в них нет сахара. Вы также можете использовать шоколад без сахара. Сейчас в супермаркетах это очень все доступно. Такие конфеты можно кушать каждый день и не бояться за свою фигуру. Ну и, конечно, покажу вам, какие эти конфетки внутри. Очень вкусные, полезные конфетки. Финик очень хорошо сочетается с фундуком. Если вы добавите еще какао в массу, у вас получатся шоколадные конфеты. Это вкусно, полезно. Наслаждайтесь, обязательно пробуйте приготовить.